Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу показать вам очередной оригинальный несложный узорчик вот из такой блестящей пряжи. Видите, вот такая вот ниточка блестящая, не расскажу в конце видео. Крючок у меня моя рабочая лошадка, смотрите, номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, свой подбираете крючок под вашу плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка несложная, все понятно, все доступно. Кто умеет работать со схемками, можете работать уже самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, не переживайте. Мы все с вами вместе провяжем. Все вы на схеме поймете. Ну что, свяжем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Давайте я наберу 3 раппорта, да? Это будет, получается, 36 воздушных петелек, а вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, в начале, как всегда, делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее мы с новичками сделаем вспомогательный ряд. Чтобы вы не запутались в воздушных петельках, поначалу такое возможно, мы сделаем ряд из столбиков с накидом. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули рабочую ниточку и провязали столбик с накидом. И ваша задача вот так вот пройтись по всей цепочке, провязать столбики с накидом. Это несложно. Как любой первый ряд, немножко медленно, но потом будет все очень быстро. Все, ваша задача: шагаете в каждую петельку, провязываете столбик с накидом, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. То есть я набрала 36 воздушных петелек. Ну, естественно, у меня получается будет 36 столбиков с накидом. Смотрите, первые 3 петельки, которые мы с вами здесь вот набрали, да, петельки подъема, они считаются как столбик с накидом, имитация столбика. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Теперь вы самостоятельно провязываете до конца ряда. Это несложно, у вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот у нас по итогу получилось. Вот такие вот столбики, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. Для начала делаем одну воздушную петельку, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Вот такая вот арочка получается. Дальше 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. В столбиках пропускаем всего лишь 2 столбика. 1, 2. В 3-й нырнули и провязали столбик без накида. Вот такая высокая получается арочка. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем опять 3 столбика. 1, 2, 3. В 4-й провязываем столбик без накида. То есть у нас по итогу получается вот такие вот 3 арочки. 1, высокая, 2, 3. Дальше будет повторение. Для начала в следующий столбик провязываем столбик без накида. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 3 столбика пропускаем. 1, 2, 3. В 4-й провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3-й столбик без накида. И 3-ю арочку. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3,
4. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 провязываем столбик без накида. Еще 3 арочки. Видите? Вот. Центральная из них высокая и 2 маленькие. Все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Совсем не сложно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, когда провязали полностью весь ряд из арочек, так, как мы заканчиваем ряд. Вот у нас последняя, третья арочка. Пропускаем, получается, 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 должны провязать столбик без накида. У нас здесь 3 петельки подъема. Поэтому мы аккуратненько в 3-ю петельку подъема ныряем. И вот как раз в эту петельку и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь будьте внимательны. Накид. Мы в арочку ныряем. Вытягиваем ниточку. Дальше, смотрите, мы ее вот так вот провязываем один раз, стоп, дальше не провязываем. Накид, еще раз нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки провязали, стоп. А вот теперь все 3 петельки вместе. Получается у нас 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. В следующую арочку, вот в большую, там где 5 воздушных петелек было, нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, держим на крючке. И вот теперь все 3 петельки вместе. Опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И возвращаемся сюда же, в эту же арочку, и провязываем точно так же. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Угу. Вот что у нас получается. Дальше опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в следующую арочку ныряем и провязываем точно так же. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. И 3 петельки провязали вместе. Оп. Все. Вот такая картина должна получиться. Далее делаем воздушную петельку. Идет повторение точь-в-точь во все 3 наши арочки. Итак, в первую арочку 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. Дальше делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся вот в центральную нашу арочку, да, из 3. Точно так же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках делайте скорость, которая вам будет удобна. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся в следующую арочку и провязываем точно так же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Вот такая картина будет получаться. Совсем не сложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот что получается по итогу. Когда вы провязали до конца ряда, как мы заканчиваем ряд. Смотрите, вот наши последние 2 столбика с общей верхушкой. Накид. Здесь у нас, помните, был столбик без накида. Вот мы в него как раз и провязываем столбик с накидом, и на этом наш ряд закончен. Все. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку вот нашего последнего столбика провязываем столбик без накида. Теперь будем работать только с арочками. Только с арочками. Итак, в первую арочку, она у нас из 3 воздушных петелек, мы провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. В следующей арочке у нас 5 воздушных петелек. Мы провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И перепрыгиваем в следующую арочку, в последнюю. В ней 3 воздушные петельки. Мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Не сложно? Не сложно. Теперь смотрите, у нас здесь получается между нашими столбиками, да, у нас была 1 воздушная петелька, как бы вот такая вот арочка. В нее мы ныряем и провязываем столбик без накида. И дальше опять продолжаем точно так же. В первую арочку 3 столбика без накида. 1, 2,
3. Во вторую арочку 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю арочку, получается, из 3, да, наших арочек. 1, 2, 3 столбика без накида. Все. И вот так вот шагаете по своим арочкам до конца ряда. Здорово, здорово и несложно. Давайте самостоятельно в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, после того, как вы провязали полностью весь ряд столбиками без накида, как мы заканчиваем наш ряд. Вот наша последняя арочка, 3 столбика без накида. И помните, у нас здесь были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. Вот аккуратненько в третью петельку подъема нырнули, провязали столбик без накида, все, наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Теперь смотрите, мы с вами будем работать только вот с этой вот большой центральной арочкой. Поняли? Только с центральной арочкой. Итак, смотрите. Накид. Перепрыгиваем все наши столбики. Вот здесь у нас 5 столбиков без накида. Мы ныряем в первый столбик без накида. Вытягиваем ниточку. Вот так вот ее протягиваем, как на высоту столбика, но не провязываем. Держим на крючке. Считаем 1. Накид сюда же в первый столбик 2. Накид сюда же в первый столбик 3. А вот теперь все вместе провязали и обязательно зафиксировали. Вот такой вот пышный столбик получается. Далее смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Во второй столбик без накида провязываем точно так же. Пышный столбик. 1, накид, 2, накид, 3, 4, 5. Хочу показать вам для сравнения, как смотрятся пышные столбики с 3 накидами и с 5 петельками, 5 накидами. И обязательно зафиксировали. Смотрите, пышный столбик смотрится более эффектно, когда больше петелек и больше накидов, но и пряжи кушает больше. Если вам нравится, когда 3 петельки и 3 накида, можете так оставлять. Я буду делать с 5. Поняли? Это как бы ваше желание. Можете делать и 4, и 6, и 10, сколько хотите. Просто помните, пряжа кушает больше. И все. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Переключаемся по порядку в следующий столбик и провязываем пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Вы можете 4 сделать, я сделаю 5. Все вместе провязали и зафиксировали. Мне кажется, узор с такими пышными столбиками смотрится более эффектно и более такой какой-то, не такой как бы дохленький, да? Более серьезный. 1, 2, 3 петельки воздушные. Следующий столбик, 4, точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали все вместе. Обязательно зафиксировали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в последний столбик точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот что у нас по итогу получается. Видите? Интересно, оригинально, да? Я повторюсь еще раз. Можете оставлять 3 петельки, 3 подъема. И получается 3 накида. И либо можете сделать 4, 5, 6, 7, сколько вы хотите. Идем дальше. После последнего пышного столбика делаем накид. И вот там, где наш центральный столбик без накида был, мы в него вот сюда вот провязываем столбик с накидом. Все. Дальше будет повторение. То есть вы точно так же перепрыгиваете вот эти 3 столбика, да, и начинаете провязывать вот центральные 5 столбиков. Нырнули, вытянули ниточку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Во второй столбик точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Третий столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно так же 4-й столбик. 1, 2, 3,
4, 5, провязали за один раз, зафиксировали. И последний столбик. Раз, два, 3 воздушные петельки и в 5 столбик. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. И после последнего столбика делаем вот наш центральный столбик без накида, да, столбик с накидом. Все, как вам? Здорово и несложно, да? Все, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, когда вы провязали до конца ряда, как вы заканчиваете ряд. Вы делаете накид. И вот у нас здесь был столбик без накида в конце, да? Мы провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше. Одна воздушная петелька подъема, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика вы провязываете столбик без накида. А теперь будьте внимательны. Дальше вы в арочку, в первую вот эту вот ныряете между пышными столбиками, первая арочка, и провязываете в нее столбик без накида. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. В следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. В следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. В следующую арочку провязали столбик без накида. Есть. Если внимательно посмотрите, то мы повторяем самый первый ряд. Единственное, что изменение какое, что здесь у нас были 5 воздушных петелек, да, по центру. Здесь, получается, у нас с вами будет только вот 4. Итак, после последнего столбика без накида мы переключаемся вот на столбик с накидом предыдущего ряда. И в него точно так же провязываем столбик без накида. И все, дальше опять повторение. В первую арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Во вторую арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. В следующую арочку столбик без накида. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И точно так же, ниточка запуталась, распутаем. И точно так же вы провязываете следующую арочку столбик без накида. И в центральный вот этот вот столбик с накидом столбик без накида. Поняли, да? Все, несложно, несложно. Давайте до конца ряда, у вас получится. Так, смотрите, красота наша растет. Провязали арочки, да, повторяем точь-в-точь первый ряд, за исключением вот этих вот центральных арочек. Здесь было 5 воздушных петелек, мы провязываем 4. Итак, вот последняя арочка, и у нас в предыдущем ряду были 3 петельки подъема. В третью петельку подъема аккуратненько нырнули и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Дальше 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. И вспоминаем, как мы с вами провязывали второй ряд. Мы делали столбики, да, 2 столбика с общей верхушкой. Точно так же и здесь. В первую арочку 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Вспоминаете, да? И вместе провязали. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. В следующую центральную, получается, арочку провязываете 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И вернулись сюда же и провязали опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. И перепрыгиваем в следующую, получается, арочку. Для этого мы, получается, делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И последняя арочка из 3 наших. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Все. И дальше, получается, вы делаете воздушную петельку и перепрыгиваете на следующие арочки. Поняли? То есть вы повторяете точь-в-точь второй ряд. Несложно? Несложно. Смотрите. Мы с вами, получается, провязали уже вертикальный раппорт узорчика. Арочки, столбики. Да, потом, получается, столбики, вот у нас здесь 2 столбика с общей верхушкой, потом столбики без накида и пышные столбики. Все. 4 ряда. Дальше идет повторение, то есть не нужно никакого смещения в шахматном порядке. Точно так же арочки, 2 столбика с общей верхушкой, потом будут столбики без накида. Я уже не показываю, потому что мы с вами это все вместе провязали. И потом пышные столбики. И опять повторение. Поняли?
То есть все, схемка перед вами, мы с вами уже все этапы прошли. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков, ну, вернее, да, 3 вертикальных раппорта. Вот что у меня по итогу получается. Как вам? Красота. Смотрите, узорчик у нас получается двусторонний. Выбираете сторону, которая вам больше всего симпатичная, да? Такая у вас будет лицевой стороной. Мне кажется, они обе одинаковые, как скажете. Вот такая красота. Из моей пряжи тянется вот так вот. Образец мой тянется вот так. Из вашей может тянуться, может не тянуться, тянуться больше, меньше. То есть обязательно пробуйте, вяжите своей рукой, да, своим крючком, своей плотностью вязания, чтобы понять, сколько у вас будет по размеру ваш образец. Давайте замерим. Итак, я набирала 36 воздушных петелек. Вы можете набирать тоже 36 воздушных петелек, взять такую же пряжу, тот же крючок, у нас могут быть сами разные цифры. Поэтому обязательно провязывайте своей рукой. Итак, у меня это получается, смотрите, 17 сантиметров, ну, 17 с хвостиком, да. И тут получается у нас 3 раппорта по 4 ряда. Так? Это 12 получается рядочков. И с новичками мы провязывали самый первый 13. Давайте за верхушечку, так скажем, да, за самую верхнюю точку померяем. Получается, смотрите, 13 сантиметров. То есть каждый ряд 1 сантиметр. Не сложно, не сложно. Смотрите, вы можете узор поворачивать как хотите. Вы можете развернуть его, он у вас будет смотреть вниз. У вас краешек может быть волнистым. Вы можете выровнять краешек. Я в предыдущих видео показывала, да, как вы можете это сделать. Либо вы можете сделать веерочки наоборот, да, несколько столбиков с общей верхушкой. Либо вы можете просто провязать столбики разной высоты. То есть столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбики с 2 накидами, да, и так далее. И у вас краешек выровняется. Вот такая красота. Какая у меня сегодня была пряжа. Новички, кто еще не работал с данной пряжей, знакомьтесь. Называется она Alize Angora Gold Simli. Поворот. Итак, смотрите, моточки по 100 грамм. В 100 граммах находится 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлическая ниточка. И крючок нам советуют производители брать от 2 до 4. Ну, у меня 3. Итак, цвет, смотрите, называется 21. В принципе, мне кажется, на камеру чуть-чуть темнее передает, но немножечко посветлее. Но так очень даже приятно, очень мило, нарядно, празднично за счет вот именно металлической ниточки. Вот. Повторюсь, вы берете свою пряжу, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Из разной пряжи один и тот же узор может смотреться абсолютно по-разному. Поэтому пробуйте, обязательно вяжите из разной пряжи. Из зимней, из летней, из демисезонной. Ну и подбрасывайте в комментарии идейки, чтобы вы связали данным узором. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Также подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. И вяжите с удовольствием. У кого есть возможность, нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже заранее спасибо большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.